центре Москвы жил молодой предприниматель Алексей Воронцов, владелец крупной строительной компании. В свои 33 года он казался успешным, уверенным и всем обеспеченным, кроме самого важного – домашнего тепла. С женой Софией Воронцовой они были вместе почти 10 лет. Когда-то она вдохновляла его своим смехом и мечтательными глазами, но в последнее время Софи казалась отстраненной. Однажды вечером Алексей заметил, как она поспешно закрыла ноутбук и убрала телефон, будто скрывала что-то от него. Поздно ночью он увидел из окна, как она вышла на улицу и села в такси. Волнение сжало его сердце. На следующий день Алексей, не в силах успокоиться, зарегистрировался в приложении для такси под вымышленным именем и взял смену водителя. Вечером ему пришел заказ. Адресом был его собственный дом. На экране высветилось имя клиента – София Воронцова. Она вышла из такси в простом пальто, без макияжа, усталая, словно несла на плечах весь мир. В машине воцарилась тишина. Шум дождя и запах духов, которые когда-то он подарил ей, наполнили салон. Софи тихо сказала, что иногда ей хочется уйти и не возвращаться. Алексей слушал, ощущая, как внутри все сжимается. Через несколько минут она попросила остановиться у небольшого кафе. Из окна он увидел, как Софи подошла к столику, где сидела пожилая женщина. Она обняла ее и передала конверт. Алексей понял, что это была ее мать. Софи заботилась о больной матери и не хотела, чтобы муж думал, что ищет жалости. Путь обратно прошел в молчании. Алексей осознал, как ошибался, полагая, что ее отстраненность – равнодушие к нему. Она просто несла в себе тяжесть забот и усталости. Остановившись у дома, он снял кепку и очки. Софи узнала его. В этот момент они поняли, что снова хотят быть вместе. Она улыбнулась сквозь слезы, и он протянул руку. Через неделю их дом вновь наполнился жизнью. Запах кофе на кухне, свет в окнах, привычный уют. Алексей понял, что вернуть любовь можно не деньгами и роскошью, а вниманием, заботой и способностью видеть человека сердцем. Иногда достаточно просто быть рядом.